прекрасных The вещей. sky, the birds, the flowers, all these very Цветы, beautiful things. деревья, птички. Так все классно. And you can put very beautiful paintings or so many things. Вы можете картины красивые развесить на своих стенах. But for a person who is sleeping, all these do not exist. Но для спящего человека все это не существует. So a sleeping person cannot enjoy because he is in a different plane of consciousness. He is in sleep. Спящий человек не может всем этим наслаждаться, потому что он находится в данный момент на другом уровне сознания. So in this, that is the difference. When we know about them, we are like awakened. When we don't want to know, when we don't know, we are sleeping. Вот, это единственная разница. То есть, если мы знаем о них, тогда мы просыпаемся. Если мы не знаем о них, тогда мы просто в спящем состоянии, ничего плохого при этом не происходит. Просто спим. There are millions of people who don't know and who never want to know also. Миллионы людей существуют, которые знать об этом не знают, а самое главное, что они вообще не хотят знать. They also sometimes will get awake for a few moments. That means when they, for example, listen to beautiful music or sometimes даже с ними look at the mountains. случается, что они просыпаются на несколько мгновений. Такое случается обычно, когда человек слушает какую-то прекрасную музыку или видит что-то удивительное. Then for a short time they feel, oh, it is wonderful, they feel very happy and wonderful. И на этот короткий момент они становятся очень счастливыми, они познают истинное счастье. But afterwards they fall back to the После этого они тут же life. крепко засыпают снова. Чего там они? Мы? Что? So, Нет, ну, не обо всех, не обо всех. so the more we go into this science, the more we feel awakened. Our Чем consciousness глубже is мы more and more awakened. погружаемся в эту науку, тем более проснувшимися мы будем себя воспринимать. That will lead us to realize who am I, where from. All this realization will Это get. знание позволит нам осознать, кто мы есть на самом деле. Everyone will get into this realization in one or other life because we have millions of births. No worry, if we are И not. совершенно неизбежно каждый из нас придет к этому осознанию, каждый вообще, кто существует, он придет к этому осознанию, и на это у нас есть миллионы рождений. Лет. But there is a possibility that we can get awakened in this birth itself. Но также существует для всех возможность быть пробужденным прямо вот в этой жизни. Потенциальная возможность есть у всех. That is the purpose of getting into such sciences, cosmic sciences. И цель погружения вот в такие вот космические науки именно состоит в том, что к ней приходят те люди, которые, наверное, все-таки хотят проснуться. That is always there, open, but when we are ready to enter into it, then it gets open to us. Все эти науки, они лежат в пространстве, готовые к употреблению, вот. Но нужен запрос, нужно, чтобы человек захотел их познать, и тогда они приходят. And these Ashwins, Ашвины, they are called the guarding angels. их называют ангелами-привратниками. There is a gate, Потому что существуют ворота, and these two angels, these two devas, are kept guarding at this gate on one side and another side. и эти два бога-привратника, они стоят на этих воротах, один с одной стороны, другой с другой стороны ворот. So, Стражники. where is this gate existing? А где же эти ворота? This is a gate between Это ворота между субъективностью subjectivity and и objectivity. предметностью.
два слова скажу. Можно говорить субъективностью и объективностью, просто так как слово объективность получило обыденное значение, поэтому людей оно приводит в замешательство. Поэтому объективность имеется в виду предметный мир, материальный мир. То есть между субъективностью, субъективным миром, нематериальным и объективностью. То есть предметным миром, материальным. So this whole creation itself is always, in this creation there is alternation. From subjectivity it comes into objectivity, and from objectivity it goes to subjectivity. В этом мироздании постоянно, каждую секунду, каждый момент времени происходит этот процесс попеременного превращения субъективности в предметность и обратно. So it is, перехода. it is a property, it is a law that you find in the cosmic level, and so И это качество космоса, это закон, царящий в космосе, он неизменен. so it is in the same, it is according to this, from the subjective state they come into existence, into objectivity. The solar system, for example. Согласно этому закону, все, что есть, все, что мы находим в этом творении, оно пришло из субъективного состояния, материализовалось. И как пример Солнечной системы. И как пример Солнечная система. So the solar system keeps growing and growing. И эта Солнечная система, она все время растет и растет. The sun of the solar system also has his own birth and his own growth, his own span. И Солнце, Солнечная система, оно тоже имеет свой цикл рождения, потом как бы роста, а потом окончания цикла. Gradually, when the sun is growing in his age, Постепенно, когда Солнце становится старше, you know, when we are born, and then when we are little children, and then это подобно человеку, который сначала рождается, потом маленький ребенок, when we are growing gradually, потом постепенно растет. there is a manifestation of our faculties coming out. Этот рост можно понять по проявлению тех способностей, которые мы обнаружим в каждом возрасте. Ability to speech, ability to walk. В какой-то момент мы научаемся ходить, в какой-то момент разговаривать. In the body, in the physically also, how you have, when we are growing, and then there are features Также в нашем features физическом of growth are теле appearing. какие-то появляются признаки того, что мы становимся старше. Борода растет. In the same manner, for the sun also, when the sun is growing, Точно так же и для Солнца в его жизненном цикле существуют изменения по мере его роста. then the manifestation of the sun is in the form of different planets, planetary systems. И проявления его взросления, они передаются через появление других планет его системы. The sun, when in a particular solar system, when В конкретной Солнечной системе, through the development of the age of the sun, there по are мере увеличения возраста Солнца, the different planets come into existence in the solar system. появляются новые и новые планеты. In general, there are 33, I know, yeah. Yes, all the here is the number. You make the total of this. It is 33. Да. Я забежала вперед и сказала, в конечном итоге, когда Солнце будет очень-очень взрослым, тогда у нас будет 33 планеты, а не 7. When the sun is fully grown, Когда Солнце до grown up конца person, разворачивает свои возможности и функции, so then вырастает полностью взрослым, including himself, there are 33 planets. тогда, включая его самого, будет 33 планеты. So 33 is the formula, a cosmic formula. Which формула? Cosmic formula. Потому что 33 это космическая формула существования вот этих вот девов. That is why you Их всего have. 33, 12, 11, 8, 2. That is why in creation we have every number what you come across in the creation has its own significance.
Именно поэтому мы говорим о том, что каждое число, которое есть в этом мироздании, каждое число имеет свой глубокий символизм. So these Ashwins, they are responsible for all this transformation from subjectivity and objectivity. Ашвины, они вот несут ответственность за трансформацию от субъективности к предметности, от предметности к субъективности. And they are also responsible for the alternation of day and night. И в нашем материальном мире они ответственны за чередование дней и ночей. So there is, in the Vedas you find, and in many places of the Vedas you find an explanation about the working of these suns, the Adityas. В Ведах мы в очень многих местах находим описание того, чем являются вот эти девы Адити, их деятельности, функции. So in these 7 master suns, they are the highly evolved solar systems. Эти 7 мастеров или учителей среди адитьев — это очень возвышенные системы солнечные, So then one may think, очень продвинутые. so we are the beings which are on the earth and which are made of, our bodies are made of this earth material. И мы существа, находящиеся на Земле, и наше тело, оно сделано из материалов Земли. Therefore we always think in terms of this matter. И из-за этого мы всегда думаем в терминах этого своего материального существования. You know, still the human being, the so-called scientist, has no idea that how is it possible that how the beings exist on the other planets. И до сих пор ученые ничего не обнаружили по поводу того, как и кто живет на других планетах. So far, the scientists only they are explaining that on moon there is no life, nobody. Все, что они сумели познать, это то, что на Луне нет жизни. And still they cannot know whether there is somebody living on Mars or Venus. И до сих пор они не могут с определенностью понять, живет ли кто-нибудь там на Марсе или на Венере. And for sure he says, there cannot be anybody living on the sun. И совершенно точно они говорят, что на Солнце точно уже никто жить не может. Because it is so hot even for Потому us. что там очень жарко. So, this is an understanding of a primitive mind of man. И таково понимание примитивного человеческого ума. The truth is Правда же является that each of these planets is its different state of consciousness. то, different что на level of каждой consciousness. планете существует своя, отличная от нас, свое отличное от нас состояние сознания. So our bodies are in the level of consciousness relating to our earth. Наше сознание, в нашем теле обитает сознание, которое имеет отношение к нашей Земле. So the bodies of the beings who are on the moon, they are in the level of consciousness of moon, not in our level. You cannot think
in terms of our bodies. А на Луне обитают те, у кого их уровень сознания находится в точном соответствии с материалами Луны. И мы не можем о них судить с уровня своего земного сознания. In the same manner, Точно так же the beings on the sun, существа, которые находятся на Солнце, their bodies are formed in that level of consciousness of the sun. их тела, они тоже существуют на уровне сознания Солнца. Да. So therefore, they can normally live in the sun just like how we are living on this earth. Поэтому им совершенно нормально там жить на Солнце, точно так же, как нам на Земле. This fact is not known to the present scientists Но still. современным ученым этот факт признать невозможно. Because they are not still accepting this cosmic science, existence of this science. Потому что они до сих пор не признали даже вообще наличие на Земле вот этого космической науки, которая является ведом. That is what Madam Blavatsky explains in her book Secret Doctrine also. Это также объясняет Елена Петровна Блаватская в своей тайной доктрине. So by the end of 21st century, slowly К концу 21 века очень медленно these scientists should come that there is something beyond their comprehension, and then they try to А come near. ученые постепенно, тихонечко начнут подходить к мысли о том, что существует нечто, недоступное их пониманию. So therefore, now the number 7 is also most significant. И число 7, оно тоже очень-очень значимое, символичное. The 7 groups of the sons, the 7 master sons, because they are the guiding, the masters of the sons of these junior sons or disciples. 7 учителей солнц, имеющих своих учеников, 5 солнц малых. So our son, including our son receives this sevenfold wisdom from those sons. И наше солнце, которое является одним из 5 учеников, оно получает свое вот это семеричное знание от 7 учителей нашей Солнечной системы. That is in the form of 7 rays. Это знание приходит к нашему Солнцу в форме 7 лучей. So this is a very interesting phenomenon. The wisdom is a light. И это очень интересный феномен, я все время забываю, как правильно. Феномен, который говорит о том, что знание, мудрость – это свет. То есть свет мудрости – это не фигуральное выражение. So that light is received by И этот свет, он получается в форме our son from the 7 masters. он получается, его получает наше солнце от 7 мастеров, от 7 учителей. And so this wisdom, this light which is received, is transmitted by our sun, which is in the form of the rays of the sun. И эта мудрость, которая получается нашим солнцем от 7 учителей, она передается на Землю в форме 7 лучей солнечного спектра. Now you see how the number 7 is governing when you have the sun's ray and put it into spectrum, and how many colors are there? 7 colors. Мы же видим, что солнечный свет, который приходит на Землю, он распадается на 7 составляющих солнечного, солнечного спектра. This we know. In our science we have studied already. И даже наши ученые это уже признали. So why 7? А почему 7?
is between the ultraviolet and infrared only 7. Between ultraviolet and infrared. Да, ультрафиолетового. Между ультрафиолетовым и инфракрасным у нас только 7 воспринимаемых лучей, цветов. From violet to red only 7. От фиолетового к красному только 7. Why can't we have by chance one more than these 7? Почему, например, еще один какой-нибудь цвет? Are there Прибавить бы. only 7 rays of the sun? Разве у Солнца всего 7 лучей? With already these 7 rays, we are not able to withstand. Но даже с этими 7 лучами под ярым солнцем нам трудно устоять. If there is one more ray, Если бы был еще один then луч, our earth will not exist. тогда бы наша Земля не выдержала, она бы исчезла. Не сумела бы существовать. For the plane of matter, for existence of the plane of matter, Для того, чтобы материальный план устоял, that means for the existence of our earth planet, то есть для существования нашей планеты Земля, only these 7 rays are enough. достаточно только этих 7 лучей. And that is why Поэтому we have always on this earth, у нас на Земле всегда есть, everything is arranged according to number 7. у нас на Земле все устраивается семерично. There are always 7 races У нас of есть human beings on this earth. 7 races. Race. R-A-C. Yes. RAC, race. Нет. Здесь всегда существует 7 рас на Земле. And then how many days we have in a week? У нас 7 дней в неделе. Why can't we have another 1 day extra or one day less? Почему бы не 8 дней, почему бы не 6? So it is not the human mind which has fixed all these things. Но человеческий ум не может этого постигнуть. And you know how many groups of tissues that are there in our physical body? А знаете ли вы, сколько тканей в нашем теле? 7 tissues. Аюрведа говорит, что 7. 7 тканей. Семерка. 7 notes in musical. Yes, 7 musical notes. Да. Также у нас существует 7 музыкальных нот. Сказал Васудева, молодец, правильно. Planetary chain lo kuda 7. And there are also, in the planetary chain, you have the 7. А также 7 планет. Видимых. In Russian family, if literally translated, it is 7 me. 7 me. 7 me. Ah. Yeah. 7 I am. Then 7 I am. Я is me. 7 is 7. Wow. Семья, that means family. Yeah. So 7 times me. Yes. 7 times I am. You know, in the Vedas, in the allegories of Vedas, В аллегориях Вед the sun god Господь Солнца, Сурья. here also you have to know that every planet has its own planetary body. Здесь нужно заметить, что каждая планета имеет свое планетарное тело, Its own plane of consciousness свой уровень сознания, and its own свой план сознания governing deity. И свое собственное управляющее божество. This is also important to remember always. Это всегда нужно помнить.
Otherwise, Важно помнить. otherwise we will be sometimes in confusion. Иначе у нас в голове путаница будет. One is the plane of consciousness of the planet. You take example of our Earth. План сознания планеты. Например, берем нашу Землю. So the plane of consciousness is called in Sanskrit loka. План сознания на санскрите называется лока. Сознание, да? План сознания называется лока. Не физическое место, а именно план сознания. And then the beings who are dwelling, we are speaking about our Earth, for example. И существа, которые живут на этой планете, например, мы говорим о Земле, называются, So they are called lokastha. они называются локастха. Lokasthas in plural. Во множественном числе вот мы пишем локастхас. Lokastha means Если stha. по-русски Stha лохастхи. means who is living in that loka. Lokastha. Локастха буквально переводится как тот, кто живет в этой локе. And then the На этом third, плане сознания получается. and then the third aspect is the governing deity. Третий аспект – это управляющее божество. That is called Lokesha. Управляющим божеством является тот, кого на санскрите называют лакеша. Lokesha. Локеша. Loka is the plane. Если лока – это план сознания, то So Loka локе, Isha means the governing deity. потому что Иша – это Господь. For our Earth, Локеша – это получается Господь Локи. for our Earth, the governing deity is what we call Mother Earth. А для нашей Земли управляющим божеством является тот, кого мы называем Матерью Мать Земля. In Sanskrit, for our Earth, На санскрите ее зовут. Earth is called Bhu, На санскрите Bhumi. Землю зовут Пхуми. So the plane of our Earth План is Bhu. нашей Земли это Пху. That is what we utter every day. Bhu, Bhuvaha, Suvaha, 3 planes. Поэтому мы каждый день в Гайатри мантре произносим Пху, Пхува, Суваха. So Bhu denotes the plane of our Earth, Пху имеется в виду план Земли, which we call the material plane. который мы называем материальным планом. Пху. Пху. That is what we have seen as the loka of Vasus. Vasuloka. Vasu, Devas. Да, так как это материальный Physical plane. план, мы его тоже называем Васу Локой, потому что Васус это боги материализации, Васу Лока. So that is Bhu. That is why this planet is called Bhumi. Называется Пху, а планета называется Пхуми. So the governing deity of our Earth is called Mother Earth. It is called Bhu Devi. И управляющим божеством нашей планеты является Мать Земля, на санскрите Пху Деви. Пху Деви. Because Earth we consider as mother, so the feminine aspect. Потому что Землю мы воспринимаем как мать, как женский аспект. Пху Деви. In Sanskrit you have two terms. One is Deva and other is Devi. И на санскрите у нас два термина для обозначения богов. Это Дева и Деви. Deva is the intelligence Дева – это дух, разум. and Devi is the corresponding energy. А Деви – это соответствующая ему энергия. So Deva is masculine aspect and Devi is the feminine aspect.
Дева это мужской аспект, Деви это женский аспект. Дух мужской аспект, энергия женский аспект.